Как вы уже знаете, эмоциональные блоки образуются из остатков той энергии, которую возбуждал в вас рептильный мозг для вашей защиты. Эмоциональный блок похож на сжатую пружинку, только эта пружинка не металлическая, а телесная. Это спазмированная мышца вашего тела. Точнее, видимо, не спазмируется вся мышца, а только одно или несколько из ее волокон, которых в любой мышце множество. Каждое сильное переживание создает в нас очередной эмоциональный блок. Рептильный мозг раскладывает эмоциональные блоки в нашем теле тематически, то есть в одном месте тела откладывает все блоки, содержащие энергию борьбы с самим собой, в другом месте тела содержащие энергию для борьбы с мужем или женой, в третьем месте тела энергию, возбужденную в нас для борьбы с руководителем или деньгами и так далее. Когда мелких эмоциональных блоков одной тематики набирается много, они образуют большие эмоциональные блоки, которые создают нам целых 5 проблем. Рассмотрим эти проблемы подробнее. Проблема первая. У вас падает энергетика. Ребенок полон сил, готов бегать и прыгать многие часы. Весь мир для него открыт и доброжелателен. Потом он подрастает и формирует свою картинку мира. У него появляются очень важные для него ожидания. Его рептильный мозг, всегда готовый прийти нам на помощь, создает в нем эмоциональные блоки, то есть микроспазмы. Их много, и они разбросаны по разным частям вашего тела, и уже они создают проблемы с движением энергопотоков по вашему телу. Кровь как-то продавливается по венам и артериям, а жизненные силы застаиваются. В итоге возникает слабость, хроническая усталость. Врачи ставят вам диагноз «кризис среднего возраста». Но почему-то этот кризис есть у одних людей, и его совсем нет у других. Почему он у вас возникает? Потому что все ваше тело забито микроспазмами, и теперь вы не можете по-прежнему бодро питать ваше тело энергией. Когда вы почистите свое тело от последствий негативных переживаний, ваша энергетика восстановится. Это проверили на себе уже десятки тысяч людей. Значит, первая проблема от засорения тела эмоциональными блоками – это снижение вашей энергетики, затяжная усталость. Есть опыт, знания, идеи, но нет сил действовать. Убрали эмоциональные блоки, силы появились. Проблема вторая. У вас возникают заболевания. Каждый эмоциональный блок – это реальный телесный микроспазм. Когда эмоциональных блоков набирается много, вы можете заболеть. Места отложения эмоциональных блоков могут быть любыми – руки, ноги, грудная клетка, живот, голова. Куда-то руками может добраться массажист и убрать эти микроспазмы. А если многолетний эмоциональный блок спазмировал вашу печень или поджелудочную железу, или вообще разместился в голове и постоянно вызывает головную боль, никаким массажем до него не добраться. Спазмированный внутренний орган со временем меняет свою структуру и перестает выполнять правильно свою функцию. В результате организм заболевает. Врачи лечат больной орган, а причиной заболевания могут быть телесные спазмы, вызванные конфликтами с собой или другим человеком. Понятно, что далеко не все болезни вызываются спазмами, но некоторые создаются именно так. У нас имеется огромное количество случаев самопроизвольного избавления от самых разных заболеваний только за счет работы с очисткой тела от эмоциональных блоков. Например, одна из участниц наших тренингов много лет болела мокнущей экземой на руках и полностью излечилась от нее только за счет эмоциональной чистки. Это не значит, что все болезни нужно лечить только чистками, это неправильно, но помочь врачам и представить им для их процедур свое тело, полностью очищенное от эмоциональной грязи, это был бы очень правильный поступок разумного человека. Проблема третья. Вы ввязываетесь в конфликты помимо своего желания. Когда какой-то эмоциональный блок становится большим, ваш рептильный мозг понимает, что этот блок указывает на вашего самого главного недруга. За этим недругом нужно все время следить, чтобы быть готовым защитить вас, и рептильный мозг это успешно делает. А внешне это выглядит, будто ваш эмоциональный блок сам все время следит за вашим недругом. Но эмоциональный блок – это пучок спазмированных мышечных волокон, и сам он следить за кем-то не может, конечно. Но для образности мы будем считать, что внутри нас наши эмоциональные блоки ведут себя как живые существа, своего рода субличности, ориентированные только на одну цель –
победу над вашим недругом. Например, вы много лет ругаетесь с мужем, и в итоге в вас имеются огромные эмоциональные блоки, заряженные друг против друга. Поэтому как только ваш муж показывается вам на глаза, ваш эмоциональный блок, заряженный на его перевоспитание, активизируется и ждет подходящего момента, чтобы напасть на него, с вашей помощью, разумеется, чтобы с позиции силы объяснить вашему мужу то, что вам не удалось сделать до сих пор. Как только ваш муж делает какую-то оплошность, ваш эмоциональный блок тут же перехватывает контроль над вашим телом и бросается в бой за вашу светлую идею. Вы возбуждаетесь и начинаете выговаривать мужу свое недовольство по поводу его оплошности, а заодно высказывать все накопившиеся к нему претензии. Понятно, что ваш муж не смолчит, и между вами произойдет очередной скандал. Ваш конфликт вспыхнул помимо вашей воли и вашего осознанного желания поругаться. Эмоциональный блок перехватил контроль над вашим телом и вверг вас в очередной бесполезный и бессмысленный конфликт. И так может продолжаться десятилетиями. На уровне разума вы хотите перестать ругаться, но вы не всегда контролируете свое тело. Подобная ситуация, когда вы помимо своего желания ввязываетесь в конфликты, может иметь место дома, на работе, в бизнесе и во многих других случаях. Чтобы вернуть себе управление своим же телом, вам нужно убрать из себя эти эмоциональные блоки. Проблема четвертая. Вы пытаетесь что-то изменить в своей жизни, но у вас ничего не получается. Допустим, в жизни вас что-то не устраивает. Маленькая зарплата, плохая работа, одиночество, бесконечные конфликты и так далее. Вы хотите это изменить. В понедельник вы точно собираетесь поговорить с начальством о вашей зарплате или пойти искать себе другое место работы или что-то еще. Но проходит понедельник, вторник, среда, вы так ничего и не делаете и обещаете себе начать что-то делать в следующий понедельник. Почему так получается? Кто тормозит ваши изменения? Таких внутренних тормозов много, и один из них – это ваши эмоциональные блоки. Например, вы молодая, одинокая женщина. В прошлом у вас было несколько влюбленностей, но все они закончились неудачно с сильными переживаниями. В результате у вас в теле сформировался большой и мощный эмоциональный блок, заряженный против мужчин. Задача у него простая – поймать вашего мужчину и как следует настучать ему по шее, чтобы он вел себя с вами правильно, женился, любил только вас и так далее. Ведь именно это желание вы испытывали, когда ваши мужчины поступали как-то неправильно, не так ли? Значит, у эмоционального блока стоит задача запугать мужчину, а у вас найти нового любимого. Ваши интересы разошлись. Если у вас на горизонте появляется мужчина, с которым вы могли бы построить отношения, ваш эмоциональный блок активируется и вступает с ним в борьбу. Он ведь состоит из энергий, заряженных на борьбу с мужчинами. Для этого он начинает обращать ваше внимание на недостатки этого мужчины. То есть вместо влюбленной восторженности вы переходите в состояние критичности, и ваши отношения не складываются. В итоге вы не можете никого полюбить и остаетесь в одиночестве. А помогает вам найти недостатки у ваших новых мужчин ваш собственный эмоциональный блок. Уберете его из себя, ваше сердце откроется для новой любви. Проблема пятая. В вашей голове постоянно крутятся ненужные вам мысли. Эмоциональный блок – это всегда остатки энергии от проигранной вами схватки за ваши сверхважные ожидания. А ведь вы могли бы выиграть эту схватку, поступив вы немного по-другому, не так ли? Именно эта тема многократно обсуждается у вас в голове, когда она не занята созидательными мыслями. Вы вспоминаете прошлые неудачи или планируете будущие схватки. Именно такие мысли заполняют вашу голову и забирают у вас огромное количество жизненных сил. Восточные мудрецы придумали многолетние ритуалы из разных медитаций для того, чтобы угомонить неконтролируемый бег мыслей в голове. 2-3 года медитации, и у вас в голове станет немного тише. В прежние времена все процессы в жизни шли медленно, и потратить 2-3 года на хорошее в целом дело могли позволить себе многие. Сегодня в городах многие люди пребывают в тотальной суете и не могут позволить себе тратить годы на успокоение беспорядка в своей голове. На самом деле, добиться тишины в голове достаточно легко всего за пару месяцев работы с техникой прощения, минут по 30-40 в день.
Что можно сказать в заключение? Казалось бы, что особенного в том, что вы испытали очередную эмоцию? Дело привычное, все так живут. Но чаще всего люди живут совсем не так, как им хочется. Живут не так долго, как хотелось бы. Часто и долго болеют, тратят огромные деньги на лечение, конфликтуют против своей воли и так далее. И не понимают, почему эти нерадостные процессы происходят у них в жизни. Одной из основных причин является то, что они накапливают в своем теле огромное количество эмоциональных блоков и не делают никакой чистки от них. Раньше всем было предписано раз в неделю ходить в церковь и там каяться в грехах. Это была своеобразная процедура освобождения тела от накопленных недовольств. Потом коммунисты отменили религию, но взамен не дали никакой практики очищения себя от эмоциональной грязи, поскольку не имели никакого понятия о происходящих в нас процессах. Теперь вы знаете о последствиях накопления в теле эмоциональных блоков. Инструменты для очистки тела от эмоциональных блоков приведены почти на всех рабочих страницах этого сайта, так что решайте, как вы будете жить дальше.